Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня я буду вам показывать очень легкий рецепт, супер скоростной. 5 минут и у вас будет готова масса для лепки. Смотрите, я купила вот такой вот, это гипсовая шпатлевка старт-финиш. Лучше, конечно, чтобы было просто написано финиш. Она будет очень мелкая и она будет хорошо растворяться в клее ПВА. Я уже для удобства, это, кстати, вообще Снежка считается польский вариант, но это я покупала, это белорусская, выпускается белорусская. Написано, смотрите, экстра белая, но на самом деле ничего подобного. Она немножко такая желтизной. Я для удобства насыпала в емкость, потому что, ну, сами понимаете, неудобно брать. И вот можете посмотреть. На камере, конечно, не очень видно, но вообще она такая желтизной. Не знаю, почему написано супер белая, как всегда. Так, ну, чтобы сравнить белое и не белое, можно сравнить с клеем ПВА. Вот посмотрите, клей ПВА и шпаклевка. Не знаю, передает камера или нет. Ладно, это не важно. Значит, что мы делаем? Ничего измерять не будем, ничего мерить не будем. Значит, я вам показывала, что я вот купила такой клей. Я его тестировала, мне он понравился. Я уже сделала с ним тоже массу для лепки. Сначала я хорошенько ее перемешаю. И налью небольшое количество в емкость. В общем-то, совершенно не важно, сколько вы нальете. Я налью немного, потому что у меня уже масса есть. Я ее уже тестировала, кое-что лепила. Сегодня мы лепить с вами не будем. Я только покажу, как я делала эту массу для лепки. Рецепт не мой. Это мои изыскания в интернете. Я его нашла случайно. Люди делятся опытом. Ну, решила попробовать, мне понравилось. Так, дальше. Я подготовила вазелин. Написано ветеринарный. Вы можете любой вазелин, можно масло какое-нибудь детское. Так, что мы делаем? Мы в клей ПВА добавляем шпатлевку. Добавляем по чуть-чуть и вымешиваем, чтобы получилось такое тесто. Тесто должно быть в виде пластилина. Вы знаете, когда берешь детский пластилин обычный, не воздушный, а обычный, и долго-долго его мнешь в руках, и он такой становится мягкусенький, и им удобно лепить. Так, порцию размешали, добавим еще. Постепенно, не надо сразу все бухать. Вот масса уже загустевает. Получается такой более кремовый оттенок. Не знаю, почему написано супер белая. Как всегда, производители врут нам. Многие мне под роликами моими, с моими там рецептами пишут, что ой, столько много всего, столько много составляющих, а вот там где-то я уже сколько раз это повторяла, что вот там так все хорошо. И этот рецепт вот вообще супер быстрый, супер простой. Просто супер быстрый. Ничего варить не надо, ничего вмешивать не надо, вообще ничего. Вот масса у нас уже загустевает. Вот видите, она собирается в комочек. И что я буду делать дальше? Немножко посыплю на стол. И массу буду эту выкладывать. Конечно, если бы массы было больше, было бы удобнее работать. Но мы то, что имеем. Так, и теперь нам нужно это вымешать. Немножко сверху добавлю еще. Можно на руки добавить. И вымешиваем. Для того, чтобы масса не прилипала к рукам, можно воспользоваться маслом. Каким-нибудь детским, минеральным, вазелином. Вот видите, она прекрасно собирается. Вот. И вмешиваем. Потом я ручки помою и намажу их вазелином. Вот, прекрасно замешивается тесто.
если вам кажется, что маловато, лучше замесить массу не очень тугую, потому что через 10-15 минут масса будет уплотняться. Так, сейчас я помою руки и намажу их вазелином. Сделаю маленькую паузу. Так, как вазелином пользоваться? Ну, вы знаете, наносите на ладошки, растираете и вперед. Масса очень приятная, очень приятная. Вот ролик в режиме реального времени. 5 минут и масса ваша готова. На камеру снимать дольше получается, а вообще 5 минут, ровно 5 минут, и у вас готова масса для лепки. Но я делала еще и другую массу для лепки. На основе гипсовой шпаклевки и на основе полимерной шпаклевки. Сейчас я туда делаю, расскажу про другую. Она у меня готова. Значит, смотрите, если вы хотите сразу лепить, то лучше, конечно, делать с гипсовой шпаклевки. Она живет не так уж долго. Хотя хочу сказать, что я первый замес, когда сделала с гипсовой вот этой шпаклевки, у меня как бы пластично масса долго оставалась. Я все-таки думаю, что это зависит от клея. Как всегда. Я всегда во всех роликах говорю, что все зависит от клея. Надо брать хороший клей. Столярный, мебельный. Вот. Ну вот этот клей еще раз покажу вам. Как бы мне он понравился. Посмотрим, как дальше это все поведет себя. Пока что мне нравится. Ну и все так вот вымешиваем, вымешиваем. Кто хоть как-то когда-то что-то делал, лепил, сами понимаете, что сложного ничего нету. Вот, она еще немножко так подлипает к рукам. Вот, я сделала, видите, достаточно жидкую. Можно еще подсыпать чуть-чуть. То есть никаких у вас будет точного измерения здесь быть не может, потому что это бесполезно. Клей будет у всех разный, шпаклевка будет у всех разная. Сразу говорю, по поводу шпаклевки готовой, акриловая шпаклевка не подойдет. Если кто-то не может найти сухую шпаклевку, то, не знаю, я никогда не пробовала, продается там паста шпаклевочная, еще что-то, я никогда не пробовала, я не знаю, это вам нужно самим экспериментировать. Вот видите, все равно еще вбирает в себя масса, все еще пока вбирает, и еще что, смотрите, фигурки с гипсовой шпаклевки будут сохнуть быстро, сами понимаете, гипс сохнет быстрее, чем полимерка. Так, как я и сказала, можно пользоваться маслом. Здесь у меня вот налито детское масло. Можно пользоваться вазелином. Как хотите. Можно и то, и другое. Значит так, посмотрите. Я вымешала кусочек массы. И заверну в пленку. И пока что оставлю минут на 10-15. Потом я еще раз включусь и покажу, что с этой массой происходит дальше. Я позавчера сделала массу, которая идет шпаклевка полимерная, витонит. Фотографию я вам вставлю в ролик. Я с этой шпаклевки уже делала не раз, я ее добавляю часто. Вот, но здесь я, смотрите, смешала шпаклевку гипсовую и шпаклевку полимерную 50/50. Видите, она даже здесь вот намного белее, ну, мне кажется, даже здесь видно, потому что полимерная вообще идеально кипельно-белая. Вот. И дальше я тоже смешала, вы видели шорс, я показывала, что она такая была достаточно жидкая. Вот она полежала, она уплотнилась. Это ей уже 3-й день, я из нее тут пробую лепить. Единственное, что полимерная, она сохнет намного дольше вот, ну, в изделии, чем гипсовая. Поэтому это надо учитывать. Если вы хотите там часик полепить, 2 часика полепить, то делать лучше с гипсовой, конечно. Но если вы боитесь, что она быстро застынет, можно 10%, 20% добавить полимерной. Так, смазываем ручки и разминаем массу. Она хорошо разминается. И, кстати, хранить в холодильнике ее не обязательно. Она у меня хранится
в целлофане, плюс в емкости, которая плотно закрывается. Вот. Хорошенько разминаем ее. Она становится пластичной. И с нее уже можно лепить что-то. Кусочек оторвали, как всегда. Все вы и так знаете. Кусочек оторвали и что-то делаете. Так. Вот это полимерная шпаклевка и гипсовая. Вот. Я уже тут налепила ягодок. Сделаю следующий ролик, буду вам показывать, как это делать ягодки для того, чтобы украшать баночки. Ну, вот видите, она пластичная. Если вам мало пластичности, можно опять ручки смазать вазелином или там детским этим самым маслом чуть-чуть. Вот. Я считаю, вообще прекрасная масса получилась. Сейчас попробуем ее раскатать. Ну, я уже испытание провела. Теперь показываю вам. Она прекрасно раскатывается. Честно сказать, она у меня лично практически не липнет к рукам. Если начинает подлипать, руки надо смазать чем-нибудь жирненьким. Посмотрите, раскатывается. Можно еще тоньше. Но чтобы тоньше раскатать, нужно класть в файл. И сейчас попробуем оттиск сделать. Остаются прекрасные отпечатки. На них можно закладывать в молды. Вот, посмотрите. Прекрасный отпечаток. Прекрасный. Вот, я буду баночки украшать, как всегда. Ну, не знаю, пока что я влюблена в нее. Как будет дальше, не знаю. Вы знаете, любовь быстро проходит. Честно сказать, это самый скоростной и самый простой, я считаю, шикарный, просто шикарный рецепт для лепки. Проще уже не бывает. Единственное условие, что вам надо купить хороший клей ПВА, пластичный, то есть там должен быть пластификатор. И два вида шпаклевки. Желательно шпаклевка финиш гипсовая и полимерная. Про полимерную вы уже, наверное, тоже все знаете, что она сохнет очень долго. Если гипс можно высушить там за день, за два, то полимерка будет сушиться очень долго. Это надо учитывать. Если вы никуда не торопитесь и не хотите массу постоянно делать, то можно добавлять полимерную шпаклевку в свою массу. Значит, смотрите, масса полежала ровно столько, сколько я снимала видео. Ну, это, не знаю, 5-7 минут прошло. 10 даже не прошло. Она достаточно, видите, получилась такая жидкая. То есть в эту массу надо еще добавлять гипсовую шпаклевку. Поэтому можно еще раз подмесить шпаклевочки и вымесить. То есть, смотрите, переборщить тоже нельзя, потому что если вы сделаете ее очень тугой, то, естественно, работа с ней тоже будет тяжеловато. То есть консистенция массы должна быть удобной для вашей лепки. Но я еще вмешаю, потому что еще хочу, чтобы она еще полежала, посмотреть за ней и чтобы начать делать ягодки. Так, я еще подмешала немного. Она такая стала более плотнее. И сейчас я опять ее положу на отлежку. Еще минуточек на 10. Посмотрим, надо подмешивать или нет. И, дорогие друзья, дорогие пользователи, обратите внимание, это не гипс. Не гипс, это не алебастр. Это гипсовая шпаклевка. Хорошенько услышьте. Потом будете писать, что я сделала. У меня через 10 или там 30 минут получился камень. Это все зависит от того, что вы возьмете неправильный материал. Гипс и гипсовая шпаклевка – это две разные вещи. Надеюсь, это вы запомните. Я под роликом напишу еще раз, что входит в состав этой массы. Ну вот, дорогие друзья, 10 минут или 15 масса полежит. Я на нее посмотрю. И буду снимать следующий маленький ролик о ягодках. То есть я вам в следующем уже ролике буду рассказывать опять про эту массу,
как она себя ведет после некоторого лежания. Долго лежать она не сможет, ее надо практически сразу использовать. Если вы хотите, чтобы, еще раз повторюсь, если вы хотите, чтобы ваша масса полежала, то вот сейчас вот в данном случае вот в эту же массу вмешать надо полимерную шпаклевку, сухую полимерную шпаклевку Витанит, по-моему, плюс или ЛР, или Р. Ну что, дорогие друзья, встретимся немного позже.